Украина не будет слушать американских рекомендаций. Туск переживает об обороне Европейского Союза, а в Конгрессе наконец-то нашли решение по Украине и Израилю. Запретят ТикТок. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Часов Яр – следующий пункт, на котором сконцентрируются оккупанты. То есть противник считает Часов Яр – это начальная точка его дальнейшего наступления. Кто имеет право раздавать советы? Тот, кто предоставляет помощь. Такое мнение українських дипломатів. Якщо партнери кажуть, ми вам даємо 7 батарей завтра патріотів, але у нас до вас прохання, можна не робити ось цього, ось цього і ось цього. Тоді є предмет для розмови. Грузия поднимается против пророссийских нарративов и против блокирования пути в ЕС. Повторное принятие российского закона – это спецоперация. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Не забывайте про кнопку «Супер спасибо», так вы тоже можете нас поддержать. И не забывайте подписываться на наши каналы, это очень важно. Оккупанты сконцентрировались на взятии Часова Яра. Украинский главнокомандующий говорит, что российская армия получила задание взять населенный пункт к 9 мая, чтобы создать плацдарм для атаки на Славянск, Константиновку и Краматорск. Но пока украинским силам обороны удается сдерживать оккупантов. Сейчас уже вырисовываются два таких направления основных, а именно направление Часов Яр-Константиновка. То есть противник считает Часов Яр – это начальная точка его дальнейшего наступления, и потом они собираются продолжать активные боевые действия именно против направления Константиновка-Краматорск. Потому что это, в общем-то, коммуникация, которая позволяет обеспечивать нам наши войска, и удар во фланг этой коммуникации, разрушение рокадного направления может создать серьезные оперативные трудности для наших войск, которые обороняются южнее этого направления. И Покровск, то есть дальнейший прорыв на запад от Авдеевки по направлению на Покровск имеет задачу создать нависание уже над Угледарским выступом, который для нас критически важен. То есть вполне понятная задача противника, и он, в общем-то, уже реструктуризовал свои усилия именно на выполнение этих задач. Насколько они будут эффективны, время покажет, и покажут темпы обеспечения и насыщения нас соответствующим количеством вооружения, боевой техники и, безусловно, личным составом. Украина не будет слушать никого в процессе планирования и нанесения ударов по территории России. Об этом говорит министр иностранных дел страны. Я не вірю, і я думаю, ніхто в Україні не повірить, що величезна армія Сполучених Штатів Америки не має принаймні однієї батареї «Патріот», якою можна врятувати на мільярди доларів інфраструктуру в Україні і безцінні українське життя. Я повторюсь своє запитання просто дав. От ви вірите, що Америка не може зараз дати одну батарею? Якщо партнери кажуть, ми вам даємо 7 батарей завтра патріотів, але у нас до вас прохання, можна не робити ось цього, ось цього і ось цього. Тоді є предмет для розмови. А якщо у тебе немає цих батарей, немає пакету допомоги, і при цьому тебе щось просять не робити, ну тоді немає предмету. Тоді про що говорити? Тоді кожен виживає як може. Действительно, США не передали еще ни одной системы Patriot, по крайней мере, об этом неизвестно из открытых источников. Правда, передача таких систем происходит только с одобрения США. О том, как и почему изменилась риторика украинской дипломатии, мы спросили у эксперта по международной политике, дипломата Руслана Осипенко. В Вильнюсе нам обещали политическое приглашение в НАТО, а после войны вы можете вступить, в НАТО. В Вильнюсе нам это подменили декларациями, гарантиями про безопасность какие-то по пути в НАТО. А потом канцлер Шольц сказал, что мы узнали из дискуссий, что, оказывается, до 30-го года вообще Запад не собирался ставить этот вопрос о членстве НАТО, Украины в членстве НАТО, и зря Россия нападала, в 22-м году, потому что до 30-го мы вообще не собирались Украине ничего давать. Это мы потом уже из дискуссий узнали. Вот эта помощь Израилю, когда здесь мы, здесь играем, а здесь вот в Украине не играем, здесь мы помогаем члены НАТО и сбиваем ракеты и закрываем небо над Израилем, а
над Украиной, значит, украинцы другие люди, и тут другие обстоятельства по безопасности, мы тут не играем, потому что, ну, тут же ядерная страна. Вот. Если ядерная страна, тогда а как же нам защищаться? Если помощь нам не дают, нас обманывают, так политическая элита что должна говорить? Спасибо за то, что вы нас обманываете. Есть ли моральное право говорить, когда вы не помогаете, а вы говорите, не бейте по тем целям, тем более, что мы бьем своим оружием по России, потому что бензин может подорожать, и это может повлиять на рейтинги Байдена. Друзья, так получается, что стоимость бензина дороже, чем стоимость украинской крови. Заявление Байдена в Польше. Мы же помним, когда он приехал в Украину, потом поехал в Польшу. Нет, мы не дадим, накажем этих диктаторов, значит, будем до конца с Украиной стоять. Все, прошло какое-то время, уже не стоим вместе с Украиной, уже нету помощи, уже нету ничего. Но в то же время вы не бейте и не эскалируйте, значит, ситуацию. А как же нам воевать? То есть нам надо играть с чемпионом мира по боксу, с одной из самых сильнейших армий мира, завязать руки за спиной, выйти и попытаться выиграть у этого чемпиона мира по боксу. Президент Украины в том же русле говорит о том, что Украина проиграет, если американской помощи дальше так и не будет. И о том, что, кроме прочего, США дает сигнал всему миру помогать Украине, но делать это очень осторожно. Коли говорять, що союзники не можуть нам дати ту чи іншу зброю, або не можуть бути в Україні тими чи іншими силами, тому що тоді буде сприйматись, що Україна затягнула НАТО в війну. Так я вам хочу поставити після вчорашньої атаки питання. Ізраїль в НАТО чи ні? Ось вам і відповідь. Ізраїль не країна НАТО. Союзники країни НАТО, в тому числі країни НАТО, захищали Ізраїль. І це відповідь всім, хто каже на будь-якому континенті, що Україні треба допомагати дуже обережно, щоб не втягнути країни НАТО в війну. Чего больше в словах президента Украины, призывов к партнерам или давления, или таки просьбы о помощи? Об этом тоже поговорили с экспертом. С одной стороны, это констатация факта, что нам просто не будет, у нас не будет ни ПВО ракет, у нас не будет снарядов и патронов для того, чтобы сдерживать эту орду. Ну, это констатация факта, с одной стороны, а с другой стороны, это сигнал Соединенным Штатам, что, друзья, выполните все-таки свои обещания, которые вы давали прилюдно, политические обещания, весь мир смотрел, и враги, и друзья, на то, как вы обещали помочь и не дать проиграть Украине. Сегодня Украина проигрывает. Это крик души уже и министра иностранных дел, и президента нашего, и вообще народа Украины. Крик к вам. Примите, наконец, эту помощь, чтобы мы могли хотя бы защищать то, что не оккупировано сегодня. Глава европейской дипломатии говорит, что стучится во все двери в Европе для того, чтобы помочь с приобретением ПВО для Киева. Об этом пишет французское издание «Le Monde». В этой истории есть асимметрия. России не нужно побеждать, ей нужно только не проиграть. Украина, с другой стороны, должна победить, чтобы отразить вторжение. Демографически разница огромна, и в Украине существует эффект истощения. Только от нас зависит, сможем ли мы дать ей возможность атаковать. Именно по этому поводу общались и премьер-министры Польши и Дании. Договорились помогать Украине с ПВО и не медлить с этим. Но больший акцент Дональд Туск делает таки на защите стран Европейского Союза. Я говорил сегодня с премьер-министром также о сотрудничестве некоторых европейских стран в строительстве купола, этого железного купола, то есть щита против ракет и беспилотников. Как вы знаете, среди прочих, Дания, а также Германия и Великобритания сотрудничают в рамках ЕС, в рамках европейской, конечно же, натовской, но европейской системы противоракетной, противовоздушной, противобеспилотной обороны. Последние события, особенно последняя атака Ирана на Израиль, еще раз подтвердили, насколько важно иметь такого рода установки. Нет никаких причин для того, чтобы Европа была лишена эффективного противоракетного щита, противоракетной обороны. Миллиард человек находится в опасности из-за действий России. Об этом говорят в морском командовании НАТО. Россия пытается атаковать уязвимые места подводной инфраструктуры и связанные с ними объекты. Например, ветряные электростанции, трубопроводы, силовые кабели и так далее. Мы знаем, что россияне разработали множество гибридных боевых действий под водой, чтобы нарушить европейскую экономику через кабели, интернет-кабели и трубопроводы. Вся наша экономика под водой находится под угрозой.
И чтобы быть предельно ясными, мы знаем, что русские разработали ядерные подводные лодки для работы в море. Так что мы не наивны, и мы работаем вместе. Такую оценку в НАТО делают, исходя из анализа последних нескольких атак на северные потоки, Балтик Коннектор и другие. В Альянсе подчеркивают, что безопасность еще более под угрозой из-за того, что все строительство и подготовку организовывают частные компании. В американском Конгрессе предлагают развести законопроект про помощь Украине, Израилю и Тайваню в 3 разных законопроекта и голосовать каждый в отдельности. Об этом написали сразу несколько изданий, ссылаясь на информацию с закрытой встречи Республиканской партии. Но об этом сказал и сам спикер Палаты представителей США. Мы вынесем на обсуждение Палаты независимые меры. Мы не будем голосовать по сенатскому дополнению в его нынешнем виде, но мы будем голосовать по каждой из этих мер, отдельно в 4 разных частях. Мы проголосуем по помощи Израилю, по помощи Украине, по помощи Индо-Тихоокеанскому региону, а затем еще по одной мере, включающей наши приоритеты в области национальной безопасности, а также некоторые вещи, касающиеся опциона на аренду кредита и закона о РЭПа, и некоторые другие санкции в отношении Ирана, и другие меры, о которых мы говорили здесь в течение довольно долгого времени. Мы будем соблюдать правило 72 часов. Это, вероятно, означает, что если мы получим текст законопроекта где-то в начале завтрашнего дня, такова надежда, таково стремление, то это, вероятно, приведет нас к решению к вечеру пятницы. То есть к концу недели, имея общий консенсус, американский Конгресс сможет проголосовать за помощь, наверное, по всем направлениям, которые рассматривались, а по некоторой информации еще и запретить ТикТок. Все в одном законопроекте с помощью кому-то. Следом в российских пабликах появляется информация о том, что якобы Белый дом против разделения законопроектов, но эту информацию на момент записи видео в Белом доме не подтверждают. Во время акции протеста в Грузии задержаны 14 человек. Накануне в грузинском парламенте рассматривали так называемый законопроект об иноагентах, который заставил людей выходить на протесты еще в прошлом году и который называют российской калькой. Повторное принятие российского закона – это спецоперация, организованная российскими агентами против интересов и народа нашей страны. Вся правящая грузинская мечта вовлечена в осуществление этой операции. В оппозиции говорят, что принятие закона закроет путь для Грузии в Евросоюз. Скорее всего, именно этого добивается РФ в этой ситуации. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов. Не забывайте подписываться на наши каналы, все это очень важно, совсем не сложно. Ну а у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.